Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим удивительно красивые и очень вкусные булочки с кунжутом. Выпечка выходит пористой, пышной и невероятно волокнистой. Ну а сами булочки получаются сладкие, ароматные и, конечно же, очень вкусные. Для приготовления мне потребуется 2 яйца, 250 мл теплого молока, 90 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла, либо же маргарина для выпечки, 20 граммов свежих дрожжей, соль, ванильный сахар и мука. В миску выливаю молоко, всыпаю 3 чайных ложки сахара от общего количества и дрожжи. Размешиваю венчиком, чтобы дрожжи полностью растворились в молоке. Всыпаю 4 столовых ложки муки, также от общего количества. Замешиваю опару. Вот такая по консистенции она должна получиться. Накрываю пленкой и оставляю в теплом месте для подъема, примерно на 15 минут. Вот так просто превосходно поднялась опара. Добавляю 2 яйца, оставшийся сахар, пакет ванильного сахара, 1/3 чайной ложки соли и сливочное масло комнатной температуры. Ничего не нужно растапливать, оно просто должно быть мягким. Перемешиваю венчиком, чтобы все ингредиенты соединились между собой. Готово. Всыпаю муку, изначально немного больше половины от общего количества. Остальную буду добавлять по надобности. Лопаткой замешиваю тесто. Тесто еще довольно мягкое, поэтому подсыпаю еще 2 столовых ложки муки с горкой. Лопаткой работать уже становится неудобно, поэтому перехожу на ручной замес. Если вы видите, что тесто остается все еще липким, тогда подсыпьте еще 1 столовую ложку муки. Тесто остается слегка липким, но подсыпать муки больше не стоит. Чтобы хорошо его вымесить, добавляю примерно 1 столовую ложку растительного масла без запаха и продолжаю вымешивать. Когда тесто полностью соединилось с маслом, перекладываю на стол и продолжаю вымешивать на протяжении 7-8 минут. Вот такое нежное тесто у вас должно получиться. Оно хорошо вымешано и уже не липнет к рукам. Перекладываю в миску. Донышко и бортики необходимо обязательно смазать растительным маслом. Накрываю пищевой пленкой и оставляю на расстойку в теплом месте примерно на 40-45 минут. Просто превосходно поднялось тесто. Перекладываю его на стол и делаю небольшую обминку. Вот такое гладкое и красивое получается тесто после обминки. Его вес 1 кг 100 граммов. Разделяю на 9 частей весом по 100 граммов и оставляю один кусочек побольше весом 200 граммов. Это для формирования серединки булочек. Формирую вот такие небольшие колобки, подкатываю и откладываю в сторону. Накрываю заготовки пленкой и оставляю тесто отдохнуть примерно на 5-7 минут. Тесто отдохнуло. Рабочую поверхность совсем немного припыляю мукой. Беру заготовку и вот таким образом ее подворачиваю, выдавливая весь воздух. Раскатываю в колбаску. Если вы заметили, что где-то остался воздух, аккуратно вот так прокалываем зубочисткой. Длина жгута должна быть около 45-50 сантиметров. Беру его и буквально на несколько секунд окунаю в молоко и сразу же достаю. Хорошо обваливаю в кунжуте. Выкладываю на стол и разравниваю. Далее заплетаю таким образом. Перекрещиваю, делаю один оборот и второй. С этой стороны также
один оборот и на втором скрепляю концы. Швом переворачиваю к низу, расправляю. Вот так красиво получается и аккуратно переношу на противень. Снова совсем немного подпыляю стол, беру заготовку, вот так подворачиваю ее, выдавливая весь лишний воздух. Раскатываю жгут длиной примерно 45-50 сантиметров. Не забывайте про пузырьки воздуха, их обязательно нужно убирать. Окунаю на несколько секунд в молоко и сразу же достаю. И хорошо обваливаю в кунжуте. Перекладываю на стол и разравниваю. Заплетаю таким же образом. Скрепляю края и прячу их под низ. Аккуратно переношу булочку на противень. Вот такие красивые булочки уже получаются, и сейчас в серединку я сделаю цветочки. Рабочую поверхность слегка подпыляю мукой, беру оставшийся кусочек теста, который побольше, и раскатываю в круг. Если тесто начинает прилипать к скалке, припыляйте слегка мукой. Тесто необходимо раскатать довольно тоненько. Беру форму, ее диаметр 4,5 см и вырезаю кружочки. На каждую розу мне понадобится по 6 таких заготовок. Откладываю в сторону. Дальше 6 кружочков складываю вот так внахлёст. И дальше вот так скручиваю их. Беру кондитерский шпатель и разделяю напополам. И вот так красиво получается. Помещаю их в середину булочки. С остальными поступаю так же. Вот такая красота получается. Накрываю пленкой и оставляю на расстойке буквально 10-15 минут. Просто превосходно поднялись булочки. Серединку смазываю яйцом. Даю яйцу подсохнуть буквально 5-7 минут. И отправляю булочки выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 23-24 минуты. У меня электродуховка, выпекаю на режиме вверх-вниз, без конвекции, на среднем уровне. Друзья, мои булочки готовы. Только посмотрите, какие невероятно красивые они получились. Сейчас они немного остынут, и я с удовольствием покажу, какие же они вышли в разломе. Вот такая воздушная и очень нежная вышла выпечка. И, конечно же, показываю, какая булочка внутри. Тесто прекрасно пропеклось, получилось пористым, и только посмотрите, насколько оно волокнистое. Какая красивая и нежная текстура вышла внутри. Выпечка по этому рецепту получается пышная, сладкая и невероятно ароматная. Поэтому обязательно пробуйте приготовить такие булочки по моему рецепту. И не забывайте делиться вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну а я вам желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусной выпечки. Всем удачи, всем пока!